Шерон живет в часе езды от центра города. Она сама, двое детей и бабушка ютятся в видавшей виды скромной бруклинской квартирки. Здесь потертые временем полы, старенькие окна, сквозь которые дует ветер, и холодные, как айсберг, стены. Однако денег хватает только на то, чтобы эту квартиру арендовать. Потому что если вы захотите ее купить, то стоит такая квартира $1 миллион. Добро пожаловать в Нью-Йорк! Это «Жизнь других». Нью-Йорк – один из немногих городов, в котором, даже если ты никогда не был, тебе кажется он очень знакомым. И это неудивительно, потому что почти каждый дом тут снимали в каком-нибудь фильме. А почти в каждой средней школе училась мировая звезда. Но кино и звезды меня интересуют намного меньше сейчас, чем жизнь простого жителя города Нью-Йорк. И сегодня мы с вами об этом все и узнаем. Город небоскребов, белых воротничков и желтых такси не требует представления. Сюда съезжаются люди со всего мира. Кто-то, чтобы зарабатывать миллионы, а кто-то, чтобы просто жить в столице. В столице мира. Ведь именно так порой называют Нью-Йорк. Зато многомиллионное разнообразие людей, которое здесь живет. И если бы мне посчастливилось в этой столице родиться, то вполне возможно, что я родилась бы в семье Шерон. Тогда я снимала бы небольшую квартиру в Бруклине, воспитывала 2 детей и ухаживала за бабушкой. А может, я была бы женой Ювана, отважного пожарного и парамедика. Тогда я каждый день переживала бы за его жизнь, но гордилась бы тем, что он спасает другие жизни. Но больше всего я бы хотела родиться дочкой Джеффа, ведь он строит небоскребы и достопримечательности, известные на весь мир. Одним словом, вариантов у меня было бы тысячи, а точнее около 100 тысяч в год. Ведь именно столько детей за год рождается в Нью-Йорке. И будь я мамой одного из них, то роды мне бы обошлись бесплатно. Ведь все покрывает медицинская страховка, которая есть у подавляющего большинства жителей города. Хотя сама по себе она, конечно, стоит денег. Минимум $200 в месяц. Но даже если у тебя их нет, то государство тебе предоставит страховку бесплатную. И рожать будешь, как все, в государственном госпитале. После родов женщина остается в больнице 1-2 дня. Никакой особенной диеты нет. Если роды прошли гладко, то есть разрешено все, что хочется. А если нужны какие-либо индивидуальные рекомендации, то их, естественно, назначает доктор. Кстати, даже если наблюдающий врач частный, то роды все равно будут принимать в государственной больнице, которой приписан. Причем, если роженица захочет добраться до клиники на скорой помощи, то приедут за ней пожарные. Не подумайте, что здесь все путают 03 и 01. Нет, просто городские скорые относятся к пожарному департаменту Нью-Йорка. Однако вызывают скорую по такому поводу, как поездка в роддом, не так уж часто. Все дело в ее стоимости. Большинство страховок, а именно вызов скорой, не оплачивает, а стоит такое удовольствие около $600. Но опять же, если у человека денег нет, то ему помогут бесплатно, будь то медики или пожарные. В нашей пожарной части есть как пожарные машины, так и кареты скорой помощи. Кроме того, я в первую очередь парамедик, а уже потом пожарный.
Так устроено, потому что пожарных частей гораздо больше, чем больниц. Поэтому мы почти наверняка будем ближе к какому-то экстренному случаю. А ведь вопрос пунктуальности, пожалуй, один из самых острых в Нью-Йорке. Огромное количество автомобилей и вечные пробки привели к тому, что большинство горожан просто не имеют машин, а перемещаются на метро. Я вам больше скажу, даже успешные финансисты, бизнесмены, известные актеры, да что там, есть и миллионеры, которые предпочитают ездить на подземке. Просто чтобы не опаздывать, ведь в метро не бывает пробок, и оно быстрее. Подробнее об этом я решила расспросить у Амины, которая точно так же каждый день добирается в офис на Манхэттен, используя подземку, и которая на нашу встречу символично опоздала. Ну, ты мне скажи, часто, да, и задерживаются метро, и, то есть люди попадают в такую ситуацию, и что происходит? Метро опаздывает просто постоянно. Поезда-то ходят каждые 5 минут, но его вечно ремонтируют, и людям приходится менять маршруты. Каждый божий день я звоню боссу и говорю, что опоздаю, и что это не моя вина. Это метро задерживается. Но на машине было бы еще дольше. И, конечно, дороже. Сколько бы, например, стоило бы тебе приехать вот сюда на машину, запарковать ее, заправить ее и приехать вот на метро? Вот какая разница? Даже боюсь представить. Так как я живу не на Манхэттене, то чтобы сюда доехать на машине, кроме бензина, мне бы пришлось платить за проезд через мост или туннель. Я точно не помню, но кажется, это $13. Потом за парковку уже здесь, возле офиса. А это минимум $50 в час. На метро же у меня проездной. Это $120 в месяц, ну или $2,75 одноразовый проезд. Все и каждый, кого я об этом спрашивала, в Нью-Йорке действительно ездит на метро. Но при этом город можно назвать одной гигантской пробкой. Где бы ты ни был, вокруг постоянно сотни и тысячи машин. Несмотря на то, что в Нью-Йорке постоянные пробки, у большинства жителей нет собственного авто. Да, нечего удивляться. А зачем оно им? Если они могли, вот как героиня фильма «Секс в большом городе», выйти вот прямо из этой двери, помните, как она выходила? Так встала, подняла ручку, чики, остановилось желтенькое такси, и она все поехала. Красота! Вот прямо из этой двери, представляете? И я тоже так могу, и все жители так могут. А что делать? Ну, я надеюсь, вы уже и сами догадались, да? Подавляющее большинство всех этих автомобилей – это такси. Причем у местных таксистов существует отдельная иерархия и разные зоны ответственности. Например, привычное для нас такси желтого цвета можно встретить только на Манхэттене. В другой район Нью-Йорка такой автомобиль может только довезти клиента, но обязан тут же вернуться на Манхэттен. Если бы существовала возможность вызвать желтые такси, то вызвать их было невозможно. Проще говоря, они были бы зарезервированы просто всегда. Ведь их всего 14 тысяч, а желающих миллионы. Поэтому кому повезло, того и желтое такси. В Нью-Йорке все нужно делать заранее. Хочешь ресторан – закажи столик заранее. Хочешь такси – вызывай заранее. А если хочешь дешевый перелет до Нью-Йорка, то позаботиться об этом нужно тоже заранее. Удобнее всего это делать, используя бот низких цен от Aviasales. Просто заходишь, выбираешь удобный мессенджер, даты перелетов, размер скидки и длительность путешествия. Как только авиакомпания выбросит билет по нужной цене, бот моментально отправит пуш. Ссылка в описании. С другой стороны, в Нью-Йорке работают еще 140 тысяч таксистов, тех, которые ездят на обычных машинах. Их можно вызывать через интернет-приложение или по звонку. Они по большей части работают в других районах города, например, в Бронксе или Бруклине. Но на Манхэттене, конечно, их тоже полно. Не поговорить хоть с одним таксистом, будучи в Нью-Йорке, я просто не имею права. Ну, вы уже извините, он обязан быть на желтой машине, как в том фильме. О, да что там, как в любом фильме. А как давно вы работаете в такси? Уже 11 лет. Всегда работаю по ночам. Начинаю в 5 вечера и до 3-4 утра. Так 6 дней в неделю.
а днем работает мой сменщик. А для того, чтобы работать вот на этом вот желтом такси на Манхэттене, надо какую-то специальную лицензию иметь? Да, она стоит $150 в год. Но это если ты арендуешь машину. А вот если хочешь свою, тогда надо покупать жетон за $300 000. И это он уже подешевел, раньше стоил $1 000 000. Все потому, что желтых такси ограниченное количество. А у вас вот тут такая охранная окошечко, что бывают случаи, когда несчастные случаи нападают на вас или что-то требуют. Тут, в принципе, только рука моя может протянуться, больше ничего. Да, бывает всякое. У нас даже есть экстренная кнопка вызова полиции, но от них все равно толку нет. Вот буквально вчера мужик вышел из машины, не заплатил и просто пошел в ресторан. Я вызвал копов, они сказали, что ничего сделать не могут. Мол, никак не проверят, дал он мне деньги или нет. Я не понимаю, как это? Вокруг десятки камер, мужик сидит в ресторане, а ничего сделать не могут. Знаешь, почему так? Да просто копам на такие мелочи плевать. Ради 40 баксов никто не будет заморачиваться. А для меня наличка – это хлеб. Я же не через интернет работаю. Есть у вас конкуренция с теми такси, которых вызывают через интернет? Ну, как конкуренция? Они просто зарабатывают больше. Вот и все. Я делаю, где-то 5000 в месяц, а они за неделю могут эти деньги заработать. Особенно зимой, когда все вызывают машины. Никому не охота мерзнуть на улице в надежде, что именно будет проезжать желтое такси. Сейчас нам все сложнее. Пешеходы постоянно ходят на красный, велосипедисты лезут под колеса. Да что тут говорить, сам город стал уже, понимаешь? Добавили полосы для автобусов, еще и постоянные ремонты. Но ничего, прорвемся. Кстати, мы приехали. С себя $18. Постоянные ремонты – это факт, который невозможно не заметить. Если осмотреться, то увидишь, что на Манхэттене чуть ли не над каждым 5-м фасадом проходят строительные работы. И покинув такси моего мимолетного знакомого, я вышла именно к одному из таких. Часто на улицах Нью-Йорка вы можете увидеть вот такие строительные леса, и вы подумаете: ой, тут везде идет стройка, ремонт. Но это не совсем так. По законам Нью-Йорка владелец дома обязан исправлять любые дефекты здания. Даже при минимальном отклонении от нормы необходимо тут же приниматься за ремонт, иначе домовладельцу грозит штраф. Однако есть одна хитрость, которой пользуются, чтобы на эти ремонты не тратиться. Можно просто установить строительные конструкции, но ничего при этом не делать. А по закону будет считаться, что ремонт уже идет. Магазины и кафе, которые находятся в таком здании, даже размещают на них свои постоянные вывески, ведь эти леса могут стоять годами. Стоять и тем самым экономить деньги владельцу здания, а значит и его бизнесу. А ведь вести бизнес на Манхэттене – это очень недешево. И не только тем, кто сдает в аренду помещения, но и тем, кто их арендует. Чтобы открыть ресторан на Манхэттене, нужно минимум $500 000. Но в идеале 1,5–2 миллиона. Конечно, это не только аренда, имеется в виду и все оборудование, и ремонт, и разрешение. Но аренда – это определенно самое дорогое. На обычных улицах Манхэттена она обойдется от $300 до $750 за квадратный метр. Но если ты хочешь открываться на 5-й авеню, то будешь платить минимум 9000 за квадрат. Поэтому ужин в обычном ресторанчике для обычного нью-йоркца обойдется в среднем в $30–40. Это без чаевых и налогов, которые здесь тоже платить обязательно. Когда после ужина официант вам приносит чек, то в дополнительной строке вы найдете налог. По законам Нью-Йорка это почти 9% от суммы вашего заказа. Его платить обязательно. А еще ниже, в еще одной дополнительной строке будут указаны чаевые. Это 20% от суммы заказа. Во многих ресторанах они тоже обязательны. Однако, если вам сервис не понравился, то можете заплатить и меньше. Но желательно не меньше 15%. И если вы вдруг не захотите оставлять на чай, то официант может за вами даже выбежать на улицу и потребовать вернуться. Дело в том, что это основная часть его заработка. Ведь ставка официанта здесь меньше $50 000 в год. И, кстати, будьте внимательны, так как все эти надбавки из чека предательски не указаны в меню. А еще вы наверняка давно заметили, что в Штатах принято считать уровень зарплат за год, а не за месяц, как у нас. Этому тоже есть свое объяснение.
Такая система подсчета сложилась потому, что именно раз в год каждый американец отчитывается о своих доходах и в зависимости от их размера платит налоги. Это обязан делать абсолютно каждый, хоть ты фрилансер, хоть пожарный. Схемы расчетов не всегда простые, поэтому практически у каждого американца есть свой бухгалтер. Ведь если ты неправильно подсчитаешь и с ошибкой заплатишь налоги, то дело может закончиться судом. Поэтому практически у каждого американца есть и свой юрист. Как вы понимаете, распространенный стереотип о том, что все американцы очень любят судиться и вообще решать любые проблемы в суде – это чистая правда. Причем первые судебные тяжбы могут начаться с самого детства. Не верите? Нападайте на меня в суд. Одна американская мама привела утром ребенка в детский сад с гипсом, а вечером, когда я его забирала, говорит: а почему у него гипс? Вы сломали моему ребенку руку? И подала в суд на детский сад и выиграла его. Это такая маленькая история из детского сада в Америке. Идем узнаем, может, какие-то еще истории есть интересные. Вот это да! Эту историю поведал мне сам директор детского сада, которому тогда пришлось заплатить нечестной мамаше $50 000. После того случая ни одного ребенка с травмой без справки от врача он в сад не впустит. Вообще отдавать в детский сад здесь можно с 6 месяцев. Группы делятся по возрасту, и на 20 детей приходится по 3 взрослых воспитателя. Практически все детские сады в США частные, а значит и платные. В Нью-Йорке это будет стоить в среднем $1000. Но несмотря на это, существует много государственных социальных служб, которые приходят по запросу детского сада и помогают ребенку. Если кому-то из детей в нашем саду нужна помощь логопеда, психолога или социального работника, то мы сообщаем об этом в соответствующую службу. И оттуда приходит специалист, чтобы с этим ребенком заниматься. И это абсолютно бесплатно. Особое внимание в местных детсадах уделяют безопасности. Здесь не увидишь ни металлической горки, ни даже твердого угла, о который можно набить шишку. Главное слово для нас – безопасность. Везде, и внутри, и снаружи здания установлены камеры. Все полы, стены и углы, даже на уличных игровых площадках, обиты специальной мягкой резиной. Даже в туалет не заходит больше 4 детей одновременно, так как они могут начать дурачиться и травмировать друг друга. Если вы планируете путешествие в Нью-Йорк, я вам рекомендую компанию Top Riders. Это профессиональный организатор деловых и семейных поездок по США. Консьерж-сервис VIP-класса, который воплотит все ваши пожелания, а также окажет визовую поддержку с записью на собеседование в Москве и Европе. Доверьте им свое путешествие и сохраните время, нервы и деньги. Ну и, конечно же, отдельное внимание как в детских садах, так и во всем Нью-Йорке уделяется пожарной безопасности. Не зря один из символов города – это именно пожарные лестницы. Помните фильм «Завтрак у Тиффани» или сериал «Друзья», или, в конце концов, мультфильм «Тайная жизнь домашних животных». Помните, они все ходили друг к другу в гости вот по таким пожарным лестницам. Почему, вы спрашиваете? Потому что это типично для американских домов, да? И вот в такой типичный американский дом пришла сегодня по пожарной лестнице и я. О, точно, ребят, как в кино, как в кино. Я пришла в квартирку к моей знакомой Лизе. Она живет в старом доме в Бруклине. Это район Нью-Йорка. Поэтому ее пожарная лестница выходит во внутренний двор, а не установлена на фасаде. Ведь живи она на Манхеттене, то было бы именно так. Там застройка настолько плотная, что больше их устанавливать было просто некуда. А в новых домах уже и совсем наружные лестницы не ставят. Ну, как оно снаружи, мы разобрались. Теперь давайте посмотрим, как внутри. Ну вот, ребята, пожалуйста, вот типичная квартира молодого американца. Так, тут у нас кухня. Посмотрите, какая прекрасная кухня. Тут помыл, тут приготовил чай или кофе, так сказать. Взял с собой бублики и пошел на работу. Ну,
А ходить-то, как оказалось, здесь особо и негде. Маленькая кухня, маленькая ванная и спальня, она же гостиная, она же кабинет, она же коридор. Хоть места и совсем немного, зато здесь просто супер уютно. Лиса, слушай, просто в восторге, честно сказать. Вы часто заходите домой через пожарную лестницу, как я к вам пришла? Да, несколько раз я ею пользовалась. О, видишь, я же тебе говорю, а ты живешь тут одна или вы вдвоем тут живете? Нет, я живу одна, но Ёжев, он же мой парень, поэтому он здесь очень часто. То есть, приходишь в гости. Скажи, пожалуйста, у тебя вот апартаменты, такие, они, конечно, небольшие. Сколько тут метров? 33. То есть маленькие, но, то есть, я так понимаю, это очень хороший, престижный район, да? Сколько тут стоят апартаменты? А в этом районе 900, $1000 в месяц. Но я знаю, что, чтобы снять квартиру в Нью-Йорке, там нужно пройти 7 кругов ада. Ну, не 7, но 4 точно. Во-первых, тебе нужно показать, сколько денег у тебя на счету. Годовой доход должен минимум в 40 раз превышать месячную арендную плату. То есть ты показываешь свою зарплату и приносишь справку с работы о том, что ты действительно там работаешь. Обычно ты идешь смотреть квартиру уже с набором этих документов, и если все подходит, то даешь их на проверку. Потом владелец квартиры их еще и месяц проверять может. И вот эти апартаменты без мебели, да? Это вся твоя мебель? Да, у нас в аренду сдают всегда без мебели. Взять в аренду 3 квадратных метра в Нью-Йорке сложнее, чем купить небольшой остров в океане. Но мне, как и всегда, еще и интересно спросить об отношениях. А где вы познакомились? В приложении для знакомств. В приложении? Да, большинство людей сейчас именно так и знакомятся. То есть это нормально, да? Потому что мне сказали, что в Нью-Йорке просто все люди так бегут, постоянно работают, и нет времени на вот это шуры-муры. В Нью-Йорке у всех так много работы и так мало времени, что его просто никто не хочет тратить на традиционные знакомства, свидания, посиделки в ресторанах и прочее. А в приложении гораздо проще. Там сразу все видно. И ты за 2 минуты понимаешь, подходит тебе человек или нет. Лиз, чем ты занимаешься? Я дизайнер сайтов и приложений для смартфонов. Где находится твой офис? На Манхеттене, рядом с Юнион-сквер. И как ты добираешься на работу отсюда? Обычно на метро. А машина есть у тебя? Нет. Почему? В Нью-Йорке нет смысла иметь машину. Тут водить просто невозможно. Кроме того, это очень дорогое удовольствие. Если бы я родилась в Нью-Йорке, то, наверное, с самого детства мечтала бы стать пожарным. Ведь невозможно оторвать взгляда от огромных американских пожарных машин, которые каждый день несутся по бульварам и авеню. Так и хочется запрыгнуть внутрь и стать частью команды. Однако получить такую профессию не так уж и просто. А скажи мне, вообще, как сложно стать пожарным здесь, вот в Нью-Йорке? Нужно поступить в специальную академию. Но чтобы туда попасть, у тебя должны быть хорошие школьные оценки по физике и математике. А уже в академии выучить основы архитектуры, систем вентиляции и сопротивления материалов. Пройти курс медицинской помощи. Потом сдать тесты по физкультуре и психологии. Короче, нет, не просто. Кстати, по поводу физической подготовки. Вот ты живешь в спортзале или любишь бургеры? Одно другому не мешает. Но мы все равно постоянно должны держать себя в форме, иначе ты не то, что кого-то, ты себя спасти не сможешь. Я знаю, что очень популярный какой-то существует стереотип, прямо вот календари с изображением пожарных. То есть они очень считаются в Америке очень красивыми, спортивными, мужественными, смелыми. Вот ты хочешь попасть на календарь? Конечно, я бы хотел. Но пока я еще не согнал себя все бургеры. А вообще календари с пожарными – это довольно популярно. Но это не хвастовство и не игра мышцами. Большинство пожарных станций в США очень маленькие, как наши, и у них постоянно не хватает финансирования. Поэтому они сами выпускают такие календари. А за счет их продаж пополняют свой бюджет. Деньги с продаж календарей или даже футболок с символикой пожарной части идут только на поддержание самой части. Ремонта техники, здания или оборудования. Это никогда не используется как не зарплата. Да уж, с какой стороны ни посмотри, а пожарные здесь
всеми возможными способами помогают людям. В детстве хотел быть пожарным? Нет, я хотел быть полицейским. А чего не стал полицейским? Да просто понял, что мне больше нравится спасать людей, чем ловить. Поэтому пошел в медики, и вот уже 5 лет работаю на скорой помощи, ну и пожарным. То есть ты и пожар можешь потушить, и человеку помочь, если ему стало плохо, то есть как доктор. То есть ты вообще как Человек-паук, много рук у тебя. А зарабатывают эти супергерои Нью-Йорка примерно $100 тысяч в год, что совсем немного. В центре города с такой зарплатой хорошую квартиру точно не снимешь. Однако... Нью-Йорк – это не только Манхэттен и небоскребы. Многие жители города, которые и работают на Манхэттене, живут вот в таких простых домах, которые стоят очень непростых денег. Сейчас я к своей знакомой зайду и все вам покажу. Идем. Шерон живет в скромной квартирке в Бруклине вместе с бабушкой и 2 детьми. И не удивляйтесь, что я снова еду в Бруклин. Просто он настолько огромен, что будь он отдельным городом, то был бы 5-м по величине в США. Hello, Шерон. Привет, заходи. Спасибо. Ну, вот так мы и живем. Здесь гостиная, кухня, а там детская, комната бабушки и моя комната. Ага, это твоя комната. Прям такой холод, я тебе хочу сказать, что я уже пожалела, что сняла пальто. О, мама мия! Вот это да! Так они ледяные стены, как это так? Ой, слушайте, но зато телевизор у вас, слушай, вот это ты лежишь и балдеешь. А это твоя квартира или ты ее снимаешь? Снимаю. Мне с ней повезло. За аренду вместе с коммунальными я даю около $2000 в месяц. Это считается дешево для такой квартиры в Нью-Йорке. Шерон рассказала мне, что система оплаты коммунальных в Нью-Йорке всегда планируется на год вперед. То есть считается приблизительная сумма платежей на основании предыдущего года и разбивается на каждый месяц. Так сделано для того, чтобы человек весь год платил одинаково, а не зимой дороже, а летом дешевле. Кроме того, в конце года все пересчитывается еще раз, и если ты заплатил меньше, то доплачиваешь. Но если переплатил, то тебе эти деньги возвращают. Шерон, я посмотрела в ванной, нет нигде стиральной машины, и тут нет. Как ты стираешь? Да, ее и правда нет. Чтобы постирать, я хожу в прачечную в конце квартала. Есть же маленькие машинки, можно поставить, было бы удобнее. Здесь и так негде развернуться, а еще и стиралку ставить. Кроме того, установить стиральную машину и сушилку стоит немалых денег. От 1000 до 2 за все нужно выложить. Ну и, конечно, увеличится счет за воду. А у твоих соседей тоже нет стиральных машинок дома? Нет, в этом доме точно ни у кого стиральных машин нет. Да и домовладелец запрещает их устанавливать. В многоквартирных домах их вообще устанавливать нельзя, даже если это твоя квартира. Ведь они создают шум или могут сломаться и затопить соседей. Я поняла. А сколько стоит прачечная, в которую ты ходишь и стираешь? В неделю я трачу $10-15 на стирку всей нашей одежды. А то есть ты ходишь раз в неделю, ты ходишь все время стирать, да? Да, обычно хожу каждое воскресенье. Да уж, ну и условия у местных домовладельцев. Машинку нельзя, сушилку нельзя, животных нельзя. Хорошо, хоть ночевать разрешают. А сколько вот такая квартира может стоить, чтобы если захочешь ее купить? В этом районе трехкомнатная квартира, около $1 миллиона. Слушай, ну это очень дорого, это прямо еще чуть-чуть и миллион. То есть это какой-то очень хороший, престижный район у вас, да? Да, это хороший район. Здесь отличная инфраструктура, много магазинов рядом, больница, банк, а главное – хорошая школа. Ах да, школа! Я же совсем забыла рассказать вам про школу. А ведь Шерон упомянула школу и цену на жилье неспроста. Дело в том, что каждая государственная школа в Америке имеет свой рейтинг, и от него даже зависит стоимость жилья в этом районе. Представляете? Хороший рейтинг, хорошая цена. А чем выше цена, тем больше налогов платят жители этого района. А значит, больше денег из местного бюджета выделяется на содержание школы. А значит, и школа лучше.
Круг замкнулся, заметили? Каждая школа отличается в первую очередь учительским составом. Конечно, есть разница и в техническом оснащении. Однако есть и одна вещь, в чем американские школы практически не отличаются вообще. Ой, я видела вот эти вот школьные автобусы, ну, честно говоря, только в кино. Никогда и не видела их вживую. Ну, вернее, видела, конечно, но не была внутри. Дизайн их не меняется с 30-х годов. Но уже вот в последние годы родители могут даже следить за передвижением этого школьного автобуса у себя на смартфоне. Ну, в некоторых школах в Нью-Йорке. Представляете, так вот они едут, дети тут все, как в кино. Кроме GPS-отслеживания, в конце каждого маршрута водитель автобуса обязан пройти по салону и проверить, никто ли там не уснул. И если нет, то повесить сзади табличку с надписью «Спящих детей нет». И только после этого поехать ставить автобус в автопарк. Смотрите, тут в автобусе даже есть пандус для детей с ограниченными возможностями, которые так чик и выезжают. Представляешь? Вот так вот. Забирает автобус всех и в школу, школьное время. Автобусы бывают немного длиннее, бывают немного короче. Но в остальном, как говорится, найди 10 отличий. Соответственно, все свои 12 лет обучения американские школьники ездят в школу на вот этих желтых близнецах. И это независимо от того, как много раз ребенок будет менять место обучения. А ведь, скажем, после 8 класса каждый ученик переходит из средней школы в старшую, которую чаще всего выбирает, опять же, по рейтингу. В хорошую старшую государственную школу возьмут далеко не каждого ребенка. Все зависит от его успеваемости и также места жительства. Чтобы попасть в школу с хорошим рейтингом, нужно жить в районе, который к ней относится. Сам рейтинг формируется на основе успеваемости и количества выпускников, которые из этой школы поступили в вузы. Чем их больше, тем выше рейтинг. Но если по окончании школы ты хочешь пойти в университет или колледж, одного диплома из хорошей школы все равно будет недостаточно. Нужны будут еще и деньги. Сколько платят за обучение остальные, я не знаю, но мое обучение обходится родителям в $72 тысячи в год. Слава богу, сюда включено и проживание в кампусе. Потому что если бы они мне еще и квартиру в Нью-Йорке снимали, то наверняка бы разорились. Цены на недвижимость на Манхэттене действительно заоблачны, как сами небоскребы. Однако, кто в университете хорошо учился, тот и хорошо... Нет, не женился. Тот устроился на работу в одной из этих стеклянных сверкающих высоток. А возможно, даже в компанию, которая их строит. Знакомьтесь, это Джеффри. Он проект-менеджер в строительной компании. Проще говоря, главный по возведению того или иного небоскреба. У него я и решила спросить, как здесь с этим все устроено. Джефф, я так понимаю, что вот ты имеешь отношение ко всему вот этому высокому безобразию, так скажем, на Манхэттене. Это так? Да, ко всему, которое сейчас вокруг нас. Все это и эту лестницу строила компания, в которой я работаю. Скажи мне, сколько стоит построить здание это? Сколько это вообще может стоить? Ну, как говорится, нулей не намного меньше, чем этажей. Вот, например, это здание обошлось примерно в $2 миллиарда. А этот небоскреб, это был мой проект. Он стоил 3 миллиарда. Но мы его быстро построили, всего за 3 года. А ты не знаешь, сколько стоит арендовать офис вот в твоем вот таком здании? Аренда одного этажа будет стоить где-то $200 тысяч в месяц. А вот это вот архитектурное сооружение, я понимаю, что это построили его недавно, но оно уже известно на весь мир. За сколько времени его построили? Его вообще строили в Италии. Это заняло 2 года. И еще год на доставку в Нью-Йорк и установку. А в каком районе ты живешь? Здесь жить это неоправданно дорого, поэтому я живу в Нью-Джерси. Это другой город и даже другой штат. А добираться быстро. На метро прыгнул, и через 40 минут ты на Манхэттене. Вот, пожалуйста, человек, который распоряжается, не побоюсь этого слова, миллиардами, и тот считает жизнь на Манхэттене дорогой и спокойно ездит на метро. Джефф, а ты женат? Я разведен. Ой, слушай, так интересно, я тебе хочу сказать. Да уж, но мне было неинтересно. Мы 3 года разводились, вот только в прошлом году закончились эти тяжбы.
А скажи мне, а адвокаты для развода, это же тоже очень дорогое удовольствие. Сколько они тебе стоили? В моем случае я оплатил и своего адвоката, и своей бывшей. Это обошлось в $50 000. Но это не обязательно. Я сам захотел так сделать, чтобы суд закончился быстрее. Американцы очень любят подавать в суд на что угодно. То есть и постоянно вот судятся. Это правда? Вот вы такие? Просто обожают. Тут судятся по любому поводу. Например, у меня на работе был случай. Один коллега проходил мимо женщины и случайно задел ее рукой сзади. Ну там, ниже спины. Она подала на него в суд. Процесс длился около года, но в итоге она выиграла $30 000. Правда, получила только 10, а остальная сумма ушла на адвоката. Слушай, ну все равно 10 000 за то, что так вот легко тебя поприветствовали. Господи, так можно стать миллионером, я тебе хочу сказать. Была бы миллионером и жила бы на Манхэттене. А то что я все по Бруклину да по Бруклину, пора переезжать. Когда идешь по Манхэттену и видишь вот эти вот огромные небоскребы, то ты понимаешь, что это не только офисы, в которых люди работают, но это и квартиры, в которых люди живут. И так сразу хочется зайти и посмотреть, каково же это иметь квартиру на Манхэттене. Идем? Я пришла в многоквартирный дом просто возле Централ-парка. Меня пригласила зайти одна подруга, однако встретить меня лично не смогла, так как неожиданно сбежала по срочным делам. Поэтому просто предупредила охрану о моем визите. О, слушайте, ну прямо как будто в гостинице на ресепшене. Но сюда просто так не может кто-нибудь прийти. Так вот к подружке прийти и поболтать в гости никому нельзя. Надо предупредить людей, которые тут сидят, и только так можно прийти сюда в гости. Все ради комфорта и безопасности жильцов. Даже если сюда приезжает доставщик пиццы, охранник проводит его до квартиры, а потом выпроводит обратно. А еще здесь есть отдельный лифт для тех, кто едет с собакой или большим чемоданом. Представляете? Аренда квартиры в таком доме обойдется ой, как недешево. Но как только выходишь на балкон, сразу понимаешь, за что платишь. Вот это лепота, могу я вам сказать. Конечно, ради такого вида, оно, ой, мам дорогая, так высоко. Ну, вот, весь Нью-Йорк как на ладони. Так, ну, кажется, я начала с конца. Давайте посмотрим на саму квартиру. Ну, как-то так. Даже, ну, нормальная квартира. Вот это что у нас? Ага, кухня. Господи, кухня, как у меня ванная комната. И опять же, стиральной машины нет. Ой, ну мольберт, видите, тут какой-то художник. Так, а что у нас тут? Ага, это спальня, смотрите, тоже такая скромненькая, небольшая спальня. Да, тут у нас... Фу ты, показалось. Наверное, я просто ожидала, что в каждой квартире на Манхэттене должен быть бассейн. Но на самом деле тут просто маленькая ванная. Но бассейн тоже есть для всех жильцов дома на цокольном этаже. Как-то вот так. И все, вот это вся квартира. Хотели посмотреть на то, как живут простые жители Нью-Йорка? Пожалуйста, но на Манхэттене. Хочу сказать, что вот в принципе вот эта такая, ну, небольшая квартира стоит $4200 в месяц без коммунальных услуг. Услышали? $4200 без коммунальных услуг. Слышали? А если вы хотите еще и парковочное место рядом с этим домом, то будьте любезны, $700 в месяц. А если появилось желание такие апартаменты купить, то подготовьте 1,5 миллиона, пожалуйста. Как вы понимаете, самое дорогое, что есть на Манхэттене, это пространство. Застройка здесь невероятно плотная, а квадратные метры невероятно дорогие. Можно было бы сказать, в большом яблоке яблоку негде упасть.
Но нет, как раз для этого место находят просто посреди улицы. Вот так вот идешь по Манхэттену, наслаждаешься красотой. И тут со всех сторон мусорные пакеты. И ты думаешь, почему это их не убирают прямо на Манхэттене? Ну вот почему? Вот прям возмущение какое-то возникает. Ну как это так? Туристам часто кажется, что мы выбрасываем мусор просто на тротуар. На самом деле мы складываем его так по строго установленному графику. Дело в том, что у нас нет мусорных баков. Ведь Манхэттен застроен настолько плотно, что их просто-напросто некуда ставить. Лежать мусор так будет не дольше часа, пока его не заберет мусоровоз. А если кто-то выбросит незавязанный пакет или в неназначенное время, то его ждет денежный штраф. Как видите, первое впечатление о том, что Нью-Йорк – грязный город, весьма обманчивое. Ну и идеалом чистоты его не назовешь. Однако, несмотря на это и свои гигантские размеры, он все равно довольно комфортный для жизни. И многие нью-йоркцы никуда не хотят уезжать отсюда, даже выйдя на пенсию. Кстати, я как раз пришла на встречу с одним из местных пенсионеров. Пенсионер Денис назначил мне встречу и пригласил меня не домой, а в ресторан. Говорит, приходи в определенное время в определенный ресторан. Вот в этот. Почему? Не знаю, но очень интересно. Идем посмотрим. Hello, Денис. Объясни мне, почему здесь? Что это за место? Это знаменитый и очень старый ресторан. В прошлом веке он принадлежал мафии, и здесь даже были перестрелки. Да ты что? Ничего себе! Ты к этому имеешь какое отношение вообще? Это часть моей нынешней работы. Сейчас я вожу экскурсии по местам, где раньше были совершены громкие преступления. Ведь до того, как выйти на пенсию, я работал в полиции Нью-Йорка, поэтому я знаю всю кухню изнутри. Слушай, насколько я знаю, что полицейский, даже выйдя на пенсию, он может продолжать работу. Ты не захотел работать больше в полиции? Нет, я вышел на пенсию раньше положенного срока, так как получил травму на службе. Я был на задании, мы преследовали преступника, и я провалился сквозь крышу и повредил спину. То есть все, что показывают про нью-йоркскую полицию в кино, это правда? Конечно, экшен и боевик здесь происходит не каждую минуту. Кое-что приукрашено, но в целом, да, правда. А государство как поддерживает полицейские, которые получают ранения, получают травмы? Хорошо поддерживает. Я получаю и буду получать пенсию до конца жизни. Это 75% от моей зарплаты. Плюс разная социальная поддержка. Нужно отметить, что зарплата офицера полиции с опытом в городе Нью-Йорк около 100 тысяч долларов в год. Проще говоря, полицейские получают довольно высокую пенсию по сравнению с остальными пенсионерами, средние выплаты для которых всего 18 тысяч долларов в год. Ну а ты хочешь до конца жизни работать или все-таки планируешь когда-то просто валяться на пляже, получать удовольствие от солнца, пальм, океана? Мне нравится то, чем я занимаюсь. И я не планирую никуда уезжать. В Нью-Йорке я родился, здесь и останусь. А солнце и пальмы – это максимум на уикенд. Каким бы Нью-Йорк ни был огромным и пыльным, перенаселенным и шумным, безумно дорогим, а порой и опасным, тот, кто здесь родился или даже прожил несколько лет, больше не променяет его ни на что.
Нью-Йорке это постоянный час пик. Местные жители непрерывно куда-то бегут, едут, летят. Ощущение, что они никогда не спят. Тут круглые сутки работают бары, офисы, кинотеатры и торговые центры. Можно подумать, что в этом городе есть все. Однако каждому нью-йоркцу не хватает Деревьев, В первую очередь денег. автомобиля, лыжной трассы, личного пространства. А у меня все есть, и гимнастика, и пианино. Разобраться в чужой жизни – это как пытаться разглядеть лица прохожих на пешеходном переходе на Таймс-сквер. Практически невозможно. Ведь как бы ты ни всматривался, мимо тебя только мелькает жизнь других.